Вы уже начали борьбу с морщинками, первыми признаками старения. Но вас расстраивает и удивляет, что юношеские высыпания все никак не проходят? Да, к сожалению. От акне страдают не только подростки. Почему же так происходит и что с этим делать? Давайте разбираться. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. С проблемой акне я знакома не понаслышке. Первые высыпания появились еще в школьном возрасте. И вот с тех пор они периодически появляются. Я, конечно, пытаюсь не запускать ситуацию, но тем не менее. Существует разница между просто подростковыми акне и возрастными акне. Как правило, с возрастом угревые высыпания чаще локализуются в области щек, в области нижних углов челюсти, а также в области подбородка и даже шеи. Также стоит отметить, что с возрастом они становятся более плотными, подкожными и часто говорят болезненными. Но и также не стоит забывать, что, к сожалению, с возрастом ухудшаются все процессы обновления и регенерации кожи. Именно поэтому при возрастных акне повышается риск более длительного существования постакне, то есть застойных пятен и даже образования рубцов. Давайте познакомимся с вашей кожей поближе с помощью специального аппарата дерматоскопа, который позволяет разглядеть те проблемы, которые невооруженным глазом могут быть незаметны. Как мы с вами видим, вот по результату кожа с избытком кожного сала. И здесь нужен обязательно дополнительный уход. Так почему же они возникают в таком возрасте? 80% случаев диагностирования акне – это хроническое заболевание ваших сальных желез, а именно их повышенная чувствительность к любому уровню гормонов андрогенов в организме, изменение состава кожного сала, ну и, соответственно, развитие в коже воспаления. В норме сальные железы вырабатывают особо жирный секрет, который увлажняет и защищает кожу. Но иногда они вырабатывают слишком много измененного густого кожного сала, которое смешивается с клетками эпидермиса. Такой кожный жир не успевает выводиться через поры, закупоривает их, что приводит к образованию черных точек, гнойничков и прочих воспалительных элементов. И если за такой кожей неправильно ухаживать, давить и не лечить, то на ней могут оставаться пятна, рубцы и даже шрамы. Что вы можете мне посоветовать в таком случае? Сейчас, конечно, мы какие-то определенные диагностические исследования, анализы провести с вами не сможем. Но если вы столкнулись с проблемой угревых высыпаний в старшем возрасте, либо они возникли внезапно, то обязательно обратитесь не только к дерматологу, но и к гинекологу. Ну и не забываем, что значительный процент успеха – это правильный домашний уход. Особенно если высыпаний небольшое количество, и мы говорим о так называемой легкой степени акне. Так как же мне ухаживать дома за лицом? Во-первых, хорошее очищение. Не только вечером, но и утром. В вечернее время обязательно тщательно смывайте макияж, пудру, тональные средства, которыми мы, конечно же, пытаемся активно маскировать ваши угревые высыпания. Второй этап – тоники или лосьоны. Если в вашем уходе есть тоники или лосьоны, особенно если они содержат спирт, то ни в коем случае не протирайте ими всю кожу лица. Старайтесь применять их только точечно, только строго на угревые высыпания, чтобы их подсушить. Ну и, конечно, третий, самый главный этап – это увлажнение. Почему-то многие думают, что жирную кожу не нужно увлажнять. Хотя на самом деле все лечебные препараты, которые мы используем при лечении угревых высыпаний, всегда подсушивают кожу. А если мы сушим кожу, то мы раздражаем наши сальные железы. Сальные железы будут вырабатывать много кожного сала, и как результат мы получим еще больше прыщей. Для ночного ухода при возрастном акне я рекомендую крем с ретинолом концентрацией 0,3%, который восстанавливает баланс кожи, уменьшает выработку себума, очищает поры и уменьшает количество воспалительных элементов, делает кожу более эластичной, упругой и разглаживает морщины. Экстракт белой лилии и хлопковое масло смягчает и увлажняет кожу. Для дневного и ночного ухода при возрастном акне я рекомендую крем Акне-Стил. Салициловая кислота, азелоглицин, олигопептид-10 и ниацинамид оказывают комплексное воздействие на кожу с акне. Обладают себорегулирующим, противовоспалительным, матирующим и антибактериальным действием. Пантенол, керамиды и гиалуроновая кислота смягчают и увлажняют кожу. Для ночного ухода при возрастном акне я рекомендую сыворотку Dermapur. 10% гидроксикомплекс – это комбинация гликолевой и салициловой кислоты и глюконолактона, очищает поры, обновляет кожу, выравнивает микрорельеф. Противовоспалительный компонент лихокалхон-А оказывает успокаивающее действие на раздраженную кожу.
Не бойтесь, на войне с акне вы не одни, ведь у вас есть верные помощники. Это специальные лечебные косметические средства, которые вы однозначно найдете в аптеке «Планета здоровья». Они не только активно борются с воспалениями, но и защищают и ухаживают за возрастной кожей, чтобы восстановить ее природный, естественный иммунитет, здоровье и красоту.